Ника, аргентинский дог, был глухим и имел диагностированный рак. В его жизни было много страданий, и с ним плохо обращались, что привело к тому, что он потерял веру в людей и впал в отчаяние. Его судьба казалась предрешенной. Единственным, казалось, был шанс на облегчение страданий через эвтаназию. Однако никто не мог предугадать, что случится дальше и какая невероятная история будет развиваться. Кеннет Дарвин – опытный ветеринар, который посвятил своей профессии почти 20 лет. За эти годы он стал свидетелем и участником спасения множества животных, каждая из которых имела свою историю, свои страдания и надежды. За эти годы он спас много любимых домашних питомцев, восстанавливал их здоровье и возвращал к жизни. В то же время он был вынужден усыплять животных, страдающих от неизлечимых болезней, чтобы избавить их от мучений и не дать страданиям продолжаться. Для Кеннета это всегда был трудный момент. Он испытывал разрыв внутри себя, когда принимал решение о судьбе живого существа. Одновременно с этим он понимал, что его действия помогают уменьшить страдания животных и дать им шанс на новой, лучшей жизни, даже если эта жизнь заканчивается трагически и тяжело. Его сердце было разорвано пополам, когда он вводил смертельную смесь в вену больных и страдающих животных, но он также чувствовал благодарность за возможность помочь им уйти с достоинством. Сегодняшний день не отличался от других. Он аккуратно подготовил пентабарбитал, мощный препарат, используемый для эвтаназии, и ввел его в капельницу. Перед ним на столе лежала могутющая скорую смерть, но красивая и мускулистая собака, аргентинский дог по имени Нико. Он был очень красивым, сильным и мускулистым. Это было животное, которое когда-то было полно жизни и сил, однако сейчас оно сдалось. Его тело было измождено, следы жестокого обращения, нанесенные ему за долгие годы, отчетливо просвечивали на его теле. В этот момент, если бы Нико мог говорить, он, вероятно, сказал бы, что с ним покончено, что он больше не хочет страдать, что для него уже ничего не осталось надежды. Кеннет уже собирался ввести иглу в вену на ноге Нико, когда вдруг вбежала медсестра, женщина, которая в тот момент была рядом с ним не впервые, и со всей силой попросила его остановиться. Эта просьба стала для врача полной неожиданностью. Собака, которую он уже считал усыпленной, вдруг вызвала его внутреннее сопротивление. Ее судьбу пришлось пересмотреть. В результате Нико был исключен из списка. Его жизнь продолжалась. В этот момент внутренне Кеннет почувствовал облегчение. Он погладил пса по голове, осторожно почесал за ухом. Нико почти не отреагировал. Он сидел, вжавшись в пол, не отводил глаз и не подавал признаков боли или страха. Он просто смотрел в пустоту, в пол, в свои воспоминания или в бездну, в которую его загнала судьба. Медсестра объяснила, что все произошло благодаря спасательнице, которая старалась сделать все возможное, чтобы помочь этому животному. Ее звали Келли Гибсон. Она была известной и преданной защитницей животных, которая собиралась ухаживать за Нико, чтобы тот выздоровел. «Благослови ее сердце», — произнес Кеннет, понимая, что каждое доброе слово – это капля света в этом темном мире. Келли Гибсон вдавила педаль газа как можно сильнее и на полной скорости мчалась по улицам Сан-Диего в сторону ветеринарной клиники Кеннета Дарвина. Она ехала так быстро, насколько могла, потому что понимала, что ее спасение важно. Она надеялась, что вовремя доберется до нужной клиники и спасет Нико. Для нее было привычной проверять список животных, предназначенных для усыпления в приюте. Ей хотелось спасти всех, но она ясно понимала, что это невозможно. Количество жестокости и страдания зашкаливает. Однако иногда ей удавалось наткнуться на фотографию или анкету, которая говорила с ней:
напоминала о надежде. В такие моменты она бросала все дела, чтобы спасти хотя бы одного животного, дав ему шанс на новую жизнь, на спасение и любовь. Так она и наткнулась на фотографию. Запечатлела великолепного аргентинского дога по имени Нико. Изначально это изображение было создано для того, чтобы привлечь внимание потенциальных усыновителей. Оно стало вирусным, распространилось по всему миру и тронуло сердца множества людей, любящих животных. Эта фотография вызвала отклик, потому что Нико был травмирован, он выглядел подавленным, его тело было покрыто шрамами, свидетельствами жестокости, которому он подвергся на протяжении долгих лет. Он стал символом жестокого обращения с животными, что вызвало сочувствие и желание помочь. Но Келли сразу поняла, что Ника не сможет найти дом, если она ничего не предпримет. Собака была в очень тяжелом состоянии. Шрамы на его теле, следы многолетних издевательств, жестоких боев и нападений, которые оставили свой отпечаток на его здоровье и психике. На голове, лице и задних конечностях были следы боев, свидетельства сражений, в которых он, вероятно, участвовал не по своей воле. Нико был полностью глухим, что усложняло его жизнь еще больше. Эта смесь долгого жестокого обращения и полной неспособности слышать делала его раздражительным, болезненно реагирующим на окружающее. В добавление к этому у Ника имелись раковые опухоли. Он как целый комплекс страданий и травм. Если бы Нико смог выжить, ему нужен был бы особый и очень деликатный уход. Но Келли твердо верила, что сможет найти для него любящий дом, если сначала сможет его вылечить. Главное – убедить собаку, что не все люди жестоки, и что есть те, кто способен полюбить и заботиться о ней. Нико должен был понять, что не все люди так же жестоки, как те, кто заставлял его драться, буквально и переносно. Это было самое главное. Она должна была помочь ему поверить в добро. Когда Келли впервые вошла в палату Кеннета Дарвина, она впервые увидела Ника почти во всей его полноте. Это было ужасно. Пес сидел, вжавшись в угол, словно прячась от мира. Он не обращал внимания на человека. Все его внимание было сосредоточено на полу, словно он не видел ничего вокруг. В этот момент сердце Келли разрывалось. Она видела этого собаку, которая была более подавлена, чем когда-либо. Нико оказался более сломленным, чем все, что она раньше наблюдала у животных. Внутри у нее возникло сомнение, правильно ли она поступает, вмешиваясь. Не лучше ли было оставить его в покое, если он так страдает, и даже хотел бы умереть? Она попросила Кеннета открыть чайник. Он сделал это нерешительно и предупредил, что Ника не слышит. И если его вдруг удивить или напугать, он может наброситься. Она глубоко вздохнула, шагнула в конуру и закрыла за собой дверь. Внутри она увидела очень мускулистую собаку с подстриженными ушами, следы некой очень старой и жестокой практики. Эти уши были подстрижены необработанными ножницами, скорее всего домашними, без анестезии. Это было очень жестоко. И Келли почувствовала, как сжимается сердце. Жестокость, которой подвержен был Нико за свою жизнь, оставила неизгладимый отпечаток. Она начала тихо разговаривать с Нико. Неуверенная, услышит ли он ее, она все равно продолжала говорить. Ее голос был мягким, успокаивающим. Она медленно приближалась и заметила, как дернулось его ухо. Первый знак того, что он ее заметил. Она оставалась неподвижной, просто разговаривала, стараясь вызвать у него доверие. Наконец она вздохнула и потянулась к нему рукой. Реакция Ника последовала быстро. Он вышел из своей летаргии, стал настороженным, его глаза, вглядевшись в ее, но в них не было ни агрессии, ни теплоты, только настороженность и некое внутреннее сопротивление.
Келли наблюдала за этим со стороны и сказала, что потребуется время. Она уселась у конуры, продолжая разговор, чтобы установить контакт. Она очень устала, и в ее сердце было ощущение, что эта битва за доверие – одна из важнейших в ее жизни. Она чувствовала, что он признает ее присутствие, что это уже половина победы. После 6 часов постоянных попыток Ника наконец доверился ей настолько, что позволил прикоснуться к себе. Все происходило очень медленно. Это был долгий и тяжелый путь. Когда солнце стало садиться, она попрощалась с Нико и пообещала вернуться утром. В ту ночь в своем номере в Сан-Диего Келли ворочалась сбоку на бок, не находя покоя. Ее сердце было полно чувств. Она понимала, что Нико смог сказать ей через его молчание о своих страданиях. Его душа, его боль были словно запечатлены в его взгляде. Ее сердце болело за этого пса, у которого было украдено детство и свобода еще в щенячьем возрасте. Порода аргентинский дог, очень похожая на питбуля, и уличные банды постоянно охотились за такими собаками, чтобы использовать их для боев. Они просматривали объявления, следили за заводчиками, чтобы иметь возможность заполучить новых щенков. Большинство честных заводчиков никогда бы не передали щенка в руки бандитам, но некоторые, к сожалению, смотрели в другую сторону, продавая щенков тем, кто использовал их для жестоких боев или насилия. Эти собаки росли в условиях крайней жестокости. Их обучали с малых лет бороться, плавать в бассейне, чтобы изнурить. И все ради того, чтобы они стали орудием страха и разрушения. Их обучали нападать, защищать, запугивать, потому что так нужно было для целей преступных группировок. Нико, скорее всего, был жертвой этого мира. Его направляли на ринг и в бой, он был обучен к агрессии с раннего возраста. Ему часто заставляли плавать в бассейне, чтобы измываться, потом садили на беговую дорожку вместе с кроликом, кошкой или курицей, и все ради развлечений и особого вида жестокости. Впоследствии ему заостряли зубы, подвергали модификации ушей и применяли яд, чтобы сделать его поведение еще более агрессивным и опасным. К 6 часам утра, когда Келли проснулась, она почувствовала себя полностью истощенной. Ее видение и сны о Нико не давали ей покоя. Эти жестокие воспоминания о том, как его били и использовали, преследовали ее во сне и наяву. Ее решимость спасти его становилась все сильнее. Она направилась обратно в комнату к Кеннету Дарвину. Там в клетке сидел Нико. Он был в углу, как раньше, скулящий, молчащий и никак не реагирующий. Но как только он увидел ее, он сразу признал: не подергивание ушей, не виляние хвостом, а ленивое тихое движение, которое было признаком доверия. Он признал ее. Ее сердце наполнялось радостью и слезами одновременно. За 3 дня она и Нико продвинулись намного дальше, чем она могла себе представить. Он начал доверять ей настолько, что последовал за ней к машине. Первый этап спасения был завершен. Он был на пути выздоровления и новой жизни. Перед уходом, чтобы уточнить его состояние, она поинтересовалась у Кеннета, что с его раком. Он ответил, что провел анализы и есть хорошие шансы удалить опухоли и избавиться от рака. Нужно было лишь немного больше времени и доверия. Первые дни после начала ухода за Нико показывали значительные улучшения. Он начал вилять хвостом, ходить с задорной улыбкой, а его настроение становилось лучше. Она нашла способ приблизиться к нему, не пугая его, чтобы избегать повторения прошлых травм. Тогда Нико стал звездой. Его заметили как одного из самых замечательных и перспективных животных. Через 3 месяца, благодаря усилиям и любви, Нико полностью выздоровел. Он был объявлен свободным от рака, и теперь наступил момент, когда он должен был начать новую страницу – доверие и общение с человеком.
Она решила, что целесообразно дать ему немного больше времени, посидеть с ним в парке, дать ему возможность привыкнуть к общению. Был очень важен этот шаг. Никто не должен был чувствовать угрозу, иначе он бы снова стал диким или жестоким. Через 3 месяца Ника стал звездой. Он навсегда изменился, стал дружелюбным, отзывчивым и очень доверчивым. Он был практически новым существом, из животного, которое пережило ужасы, в щенка, готового к новой жизни. Понимая, что его время настало, Келли подготовила множество фотографий, рассказов и сведений о его реабилитации и выздоровлении, чтобы показать будущим хозяевам его путь. Она объявила, что у нее есть аргентинский дог, который готов к усыновлению. Реакция не заставила себя ждать. Первые семьи, придя его увидеть, были немного испуганы. Никого не хотелось ни пугать, ни разочаровать. Ее бдительность была острой, как у ястреба. Она внимательно следила за тем, чтобы Ника сперва почувствовал себя комфортно, чтобы возникшее между ними доверие было крепким. Когда семья Свон вошла в дом, Келли сразу поняла – это те самые люди. Реакция Нико подтвердила ее интуицию. Он осторожно приближался, виляя хвостом и показывая, что доверяет. Он позволил им погладить его без всякого страха, без упрямства или сопротивления. Когда все заседания и обсуждения закончились, Ника и семья Свон решили провести вместе остаток жизни. 2 часа спустя, после оформления всех бумаг и долгих бесед, она стояла и наблюдала, как Ника уходит к своей новой семье. Это было для нее еще одно удачное спасение. Она ощущала невероятное внутреннее счастье от того, что смогла помочь этой собаке, подарить ей шанс и пусть и краткий, но счастливый миг. В течение последующих лет она поддерживала постоянную связь с семьей Свон, потому что они очень любили Ника и заботились о нем. Он отвечал их любви взаимностью, стал символом борьбы, веры и надежды. Его история – живое свидетельство того, что даже в самой ужасной ситуации можно найти свет и поверить в добро. Но затем раздался звонок, и судьба снова напомнила о себе. Бриджит Свон сообщила Келли, что рак возвращается. И на этот раз он оказался слишком сильным для борьбы. Семья, несмотря на всю свою любовь и заботу, вынуждена была принять горькое решение. Они сделали все возможное, чтобы последние дни Нико были наполнены счастьем и теплом. Они окружили его своей любовью, ласками и заботой. Вскоре, в конце этой борьбы, Нико скончался, окруженный теми, кто его любил и заботился о нем. Возможно, его больше нет с ними, но его наследие осталось. История о мужественном и сильном выжившем. Его память и героизм навсегда останутся в сердцах тех, кто знал и любил его, и даже в наших сердцах, как пример достоинства и стойкости. Какое мрачное начинание было у Ника в начале, это жестокое и бездушное обращение, которое он пережил в раннем возрасте. Но его финал потрясающий и вдохновляющий. Он символ победы над страданиями, свидетельство того, что любви и заботы достаточно, чтобы исцелить даже самые искалеченные сердца. Это история о надежде, которая помогает и в самые темные минуты. Если у вас есть история спасения животного, с которым плохо обращались, расскажите нам в комментариях. Мы будем рады услышать ваши истории. А пока на этом все. До новых встреч в следующих видео.